Сегодня мы рассмотрим росток в реглан-погоне. Обычно, когда мы делаем реглан-погон, это как плечевой шов, здесь регланчик у нас будет. И некоторые делают по прямой, и росток вывязывают только по горловине, чтобы ее углубить. Но когда мы делаем прибавки, вот эта вот часть может подняться, и она будет заходить сильно на шею, и там может образоваться складка. Для того, чтобы ее не было, нам нужно нарастить вот этот угол, сделать его более выпуклым, и чтобы вот у нас получилась вот такая вот кривая линия. Это как во всех выкройках она идет, и она должна быть даже в реглан-погоне. И даже если вы вяжете высокую горловину, там стоечку, все равно должна быть вот такая вот выпуклая линия на ростке со стороны спинки. И сейчас мы подробно рассмотрим, как это делается. Обычно выкройка реглан-погона выглядит вот так вот. Горловина и регланные линии, то есть погончик наш. Сделать здесь углубление. Для этого нужно сделать расчеты нашего ростка. Приблизительно на 46-48 размер он составляет где-то около 5 сантиметров. Здесь вы уже смотрите, какой ширины ваша горловина, то есть насколько близко к шее или подальше вы ее будете делать, либо это стойка. Например, если горловина у вас будет по шее или воротник стойка, то тогда росток делаете около 5 сантиметров. Если она более шире лежит и не соприкасается с шеей, то тогда можно сделать 3,5-4 сантиметра росток. Например, мой росток будет 5 сантиметров. Со стороны спинки углубление идет до 2 сантиметров, 1,5-2 сантиметра. Например, высчитали мы плотность вязания, например, по горизонтали у нас будет 2, и в рядах это пускай 3 ряда. Росток наш будет 5 сантиметров, то есть это 3 умножаем на 5, это получается 15 рядов. Нам нужно четное число. Здесь вы можете делать либо 14, либо 16. Я сделаю 14 рядов. Росток. Итак, 2 сантиметра я отдам спинке, то есть это 6 рядов, 3 лицевых, 3 изнаночных. Значит, мы по спинке отмечаем 3 точки с одной стороны, с другой стороны. Так как 14 рядов, это 7 лицевых, 7 изнаночных рядов, отнимаем 3, получается 4. И 4 разворота мы делаем по горловине переда. Делать развороты по регланной линии, здесь нужно смотреть, какой он у вас ширины. Если до 4 сантиметров, его можно не трогать, развороты на нем не делать. Если там 6-7 сантиметров, тогда можно сделать один разворот. Вот отсюда забираем один и пускаем его сюда. Я не буду делать, например, я возьму регланную линию на 5, то есть реглан-погон на 5 петель. Будет. Горловину вы можете рассчитывать либо по обхвату головы, либо обхват шеи плюс прибавка, либо брать суммарный обхват шеи плюс обхват головы и разделить это на 2. Это как вы уже привыкли, как вы уже делаете. Допустим, я беру общее 92 петли, отнимаю 10 петель реглан-погона, то есть получается 92 минус 10, получается 82 петли. Делим их пополам, получается 41 петля по спинке и 41 петля по полочке. Чтобы сделать здесь углубление, тут не стоит брать большое количество петель. Я, допустим, если мелкое вязание, беру по 3 петли, если более крупные петли, тогда по 2. Ну давайте возьмем их по 3, пускай будет. Дальше смотрим. Нам нужно сделать группы петель по горловине переда. Здесь мы можем по возрастающей сделать. Можно начинать с 1 петли, можно с 2. Я обычно начинаю с 2. Тут можно так их распределить. Это уже как вам больше нравится. Какой принцип вывязывания ростка в реглан-погоне? Он таков, что сначала вывязывается росток с одной стороны погона, то есть мы делаем развороты, потом уже переходим то же самое делать на втором. Начинаем мы с точки от начала погона.
Провязываем 3 петли. Это у нас будет первая точка разворота. Сделали разворот. Переходим на горловину переда. Это у нас будет вторая точка разворота. Дальше мы поворачиваем вязание. Делаем третью точку разворота. Разворачиваемся. Делаем четвертую точку разворота. Еще раз развернулись. Это уже будет пятая точка разворота. Провязываем шестую точку разворота. Когда мы сделали шестую точку разворота, получается, что 3 раза мы сделали по спинке и 3 раза мы захватили по переду. Мы развернулись, провязываем круг до первой нашей точки уже после погона по переду. Здесь у нас уже будет 7-я точка разворота. Развернулись 8-я, 9-я, 10-я, 11-я, 12-я. Вот когда мы уже сделаем здесь последнее прибавление, мы разворачиваемся, уже довязываем последнюю точку, делаем разворот, возвращаемся до последней точки с другой стороны. И потом провязываем это все до начала вязания. Итак, мы разобрали теорию и сейчас приступим к практике. Итак, я разметила на горловинке все группы петель, которые мы должны ввести в работу постепенно. Начало работы у нас идет по спинке сиреневый маркер. Обычными пластиковыми маркерами отделила регланные линии по 5 петель. Петли, которые группы мы будем добавлять в процессе, я их отметила другими маркерами. Начало работы мы начинаем с вот этой вот точки по спинке от реглан погона. Прибавки в реглан погоне делаются в каждом ряду. Значит, мы начинаем работу и начинаем ее с прибавки. Прибавку можно сделать любым способом, но когда вы прибавляете петли, нужно смотреть, чтобы был правильный наклон от реглана погона. Если вот реглан погон, с правой стороны мы смотрим, чтобы наклон был вправо, с левой стороны наклон влево. Итак, дальше мы провязываем первых 3 петли и доходим до первой точки разворота. Сделали. Этот маркер нам уже не нужен. Делаем обвитие петли, либо немецкий способ, кто каким привык. Я сделаю немецкий способ. То есть переснимаем петлю, заворачиваю рабочую нить наизнанку и затягиваю, чтобы у нас получилось как бы 2 петли. И теперь мы проходим нашу вторую точку разворота, то есть мы провязываем эти 3 петли, прибавку, петли реглан погона и доходим до нашей второй точки, захватывая 2 петли. Три петли провязали, прибавку. Теперь нам нужно сделать еще прибавку. Провязываем петли погона. Переснимаем маркер, делаем прибавку. И провязываем 2 петли со стороны переда. Этот маркер нам уже не нужен. Делаем разворот. Итак, мы провязали вот эту вот часть до нашей первой петли разворота по переду. Это уже будет у нас вторая точка разворота. Сделали разворот. Делаем, снимаем, делаем, чтобы у нас не было дырочки при вязании. Провязываем петли, делаем прибавку. И теперь провязываем все до нашей третьей точки разворота, захватив еще 3 петли.
Там, где мы делали петлю двойную, мы ее провязываем снизу, подхватываем за две ниточки и провязываем лицевой. И провязываем еще 3 петли. Этот маркер нам уже не нужен. Делаем разворот. Это мы провязали вторую грубую из 3 петель. И теперь мы провязываем всю до нашей 4-й точки разворота. Не забываем за прибавки в реглан погони. Здесь у нас была двойная петля, мы ее провязываем с изнаночной стороны по 2 ниточки, заводим спицу и провязываем изнаночной. И провязываем следующие 3 петли. Делаем разворот. И теперь мы с 4-й точки, 4-й нашей петли разворота, переходим в 5-ю. То есть мы провязываем все петли до нашей 5-й точки разворота. Итак, мы дошли до нашей 5-й точки разворота, еще 3 петли пустили в работу. Теперь делаем разворот и вяжем до 6-й точки разворота, вводя еще 3 петли. Не забываем за прибавки делать. Вводим наши вот эти вот 3 петли. Делаем разворот. Итак, мы провязали 3 разворота, сделали по спинке, 3 разворота по полочке. На 6-м развороте мы должны с лицевой стороны пройти до 7-го нашего разворота. То есть мы провязываем петли переда, реглан погона, петли спинки, погона и захватываем первые 2 петли. Давайте я вам покажу. Здесь у нас тоже будет 2, 3, 3, 4. Итак, мы дошли до нашей 7-й точки разворота и 2 петли уже запустили в работу. Теперь мы делаем разворот, то есть поворачиваем вязание. Делаем здесь либо обвитие, либо немецким способом, либо накиды, кто как привык. И теперь мы провязываем через реглан погон на спинке первых 3 петли захватываем, то есть идем в нашу 8-ю точку разворота. Три петли мы провязали со стороны спинки. Опять делаем разворот. И переходим в нашу 9-ю точку разворота. То есть мы подхватываем еще группу из 3 петель. Теперь маркер нам уже не надо. Это мы провязали еще 3 петли и 9-я точка разворота. Разворачиваем работу. И переходим в 10-ю точку, то есть по спинке через все петли захватываем еще 3 петли.
Разворачиваем работу, провязываем все петли и захватываем еще 3 петли со стороны переда. Мы дошли до маркера. Теперь мы разворачиваем работу. И сейчас мы должны пройти в 12-ю точку разворота, захватив еще 3 петли. Итак, мы дошли до последнего нашего маркера, это 12-я точка разворота. Мы делаем разворот, и у нас остаются еще 2 маркера, то есть вот эти вот, где мы вводим по 4 петли. Сейчас мы провязываем все вот эти вот петли до последнего маркера. Это вот эта вот точка. Получается, что у нас это будет 13-я точка разворота. Это мы с 12 провязали все эти петли. 13-я точка разворота. Теперь мы разворачиваемся. С изнаночной стороны мы провязываем все петли по кругу до нашей 14-й точки разворота. Так, мы дошли, провязали 4 петли и 14-я точка разворота. Теперь мы делаем разворот, делаем петлю, либо обвитие, либо накид, и доходим до нашей точки начала вязания. То есть, как помните, в начале, когда мы все начали вязать, мы сделали здесь одну прибавку. И получается, что нам не хватает прибавки. Когда мы сейчас сделали разворот, провяжем здесь прибавку, дойдем до этой точки, и у нас выровняются все прибавки. Итак, я довязала росток до конца. Как видите, навязанные ряды по реглан-погону с каждой стороны есть. И теперь, если мы сложим пополам, то мы увидим нашу горловинку с правильными линиями, то есть с углублением по спинке и по переду. Дальше вы продолжаете вязание по кругу на ширину вашего реглан-погона, то есть на ширину плеча минус 1-2 сантиметра. Либо я делаю всегда прибавки до тех пор, пока по полочке и по спинке у меня не будет ширины спины, либо ширины переда. То есть мы делаем прибавки до тех пор, пока вот здесь у нас будет, допустим, ширина переда. Мы померили по себе, сделали расчет по своей плотности и сделаем прибавочки до этого уровня. Надеюсь, мой урок был вам полезен и понятен. В комментариях напишите, хотели бы вы полноценный мастер-класс по вязанию реглан-погона. На этом у меня все. Спасибо всем за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал, поставить лайк и нажать колокольчик. И всем пока! Сладких вам петелек!